Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я готовлю незабываемо просто бомбически вкусный торт майский. В этом торте удивительное сочетание клубники, лимона и белого шоколада. Готовится этот торт очень просто и очень быстро. Посредством он получается недорогой. Готовить его буду без сливок, без сыров, в принципе из очень доступных продуктов. Необыкновенно вкусной начинкой. Все покажу и расскажу в данном видео. Итак, для лимонного бисквита я снимаю сейчас цедру с одного крупного лимона, либо же берите 2 мелких лимона. Напоминаю, что цедра — это верхний самый слой, вот этот желтый до белой кожицы. Белая кожица не должна попадать у нас уже в выпечку, иначе она будет горчить. Также выжимаю сок из этого же лимона, чтобы потом добавить его в тесто. Нам понадобится здесь 40 мл лимонного сока свежевыжатого. Итак, здесь у меня 4 яйца среднего размера, добавляю туда щепотку соли и взбиваю просто до состояния пены. Всыпаю туда сейчас 200 грамм сахара и взбиваю примерно 3 минуты. Взбиваю до побеления и пышности, дольше взбивать здесь нет смысла, и также не разделяю яйца на желтки и белки. Добавляю сейчас туда 150 мл комнатной температуры молока, 120 грамм растительного масла без запаха и 40 мл свежевыжатого лимонного сока. То есть от того лимона, который я в принципе сейчас выжимала. Все это я просто перемешиваю, ничего уже не взбиваю. Добавляю туда сейчас всю цедру, также перемешиваю. И просеиваю туда сейчас 220 грамм муки и 10 грамм разрыхлителя. Обязательно нужно все просеивать. Духовка у меня уже разогрета на 175 градусов Цельсия, то есть выпекаем, естественно, в заранее разогретой духовке. Добавляю туда одну половину, так даже меньше чуть половины чайной ложки куркумы для цвета. Это по желанию, можете этого не делать. Форма у меня здесь без дна, просто кондитерское кольцо застелила фольгой, 24 сантиметра в диаметре. Выпекать буду на среднем уровне, температура 175 градусов Цельсия, режим вверх-вниз без конвекции, примерно 40 минут. Даю полностью сейчас коржу остыть, он после остывания будет идеально ровным. И нарезаю его, когда он уже полностью остыл, на 3 равных коржа. Вот так идеально он нарезается, практически без крошек. И сразу же можно его использовать в работу. Он не требует ни отдыха, этот бисквит. Сразу же готов к работе. Его хранить можно в холодильнике, пару дней в пищевой пленке и также до пары недель в морозилке. И готовлю сейчас лимонный крем. 80 грамм сахара, 15 грамм кукурузного крахмала. Больше крахмала брать ни в коем случае нельзя здесь. 80 мл воды. Туда же я добавляю 60 мл свежевыжатого лимонного сока. Меньше лимонного сока брать не нужно, иначе будет приторный весь этот крем и торт. 100 грамм сгущенного молока с сахаром, обычной сгущенки. Одно яйцо среднего размера, можете 3 желтка взять, если у вас есть в наличии 3 желтка вместо одного яйца. Для приготовления любого заварного крема, естественно, нужно выбирать посуду только с толстым дном. Это огромный залог вашего успеха. Цедру одного лимона туда добавляю. Можете 2 мелких лимонов. Хуже не будет, будет только лучше. Довожу сейчас всю эту смесь на умеренном огне в ковшике с толстым дном при непрерывном помешивании до закипания. Как только пойдут первые пузыри, провариваю еще примерно 30 секунд и снимаю с огня. Добавляю туда сейчас 50 грамм белого шоколада. Можете мелко его нарубить, чтобы быстрее растворился, но настолько смесь горячая, что растворяется в принципе моментально шоколад. Выливаю сейчас всю эту смесь в емкость, где она у меня будет остывать до комнатной температуры, не до холодного состояния. Емкость беру как можно более крупную, чтобы быстрее все это остыло. Это очень удобно, особенно вот в летнее время, потому что долго все остывает. Накрываю обязательно пищевой пленкой в контакт и отставляю пока что в сторону. Пока будет остывать сейчас заварная основа, я подготовлю клубнику. Свежей клубники у меня здесь 300 грамм. Я ее промыла, обсушила и нарезаю вот таким мелким кубиком. Потом впоследствии уже объясню, почему именно так я нарезаю. Клубника для начинки должна быть спелой, в то же время очень хорошо держать форму и не должна быть переспелой.
Итак, до комнатной температуры остыла у меня заварная основа. Сейчас 150 грамм я откладываю в отдельную миску и буду использовать ее для начинки. А с оставшейся заварной основой я приготовлю крем. 150 грамм размягченного сливочного масла я взбивала пару минут до побеления и пышности. И сейчас порциями добавлю туда всю оставшуюся заварную основу, лимонную вот эту. Крем получится воздушный и необыкновенно вкусный. Крема много здесь не нужно брать. То есть будет хотеться больше крема, но он здесь не нужен. Это такой торт, тут все сбалансировано очень хорошо и именно на этот размер формы 24 сантиметра. Даже и на 22 тоже будет хорошо, особенно если вы новичок, чтобы вам этого крема уже точно хватило на этот диаметр, потому что количество крема здесь рассчитано очень точно, его не должно быть много. 150 мл молока пастеризованного я использую для пропитки. Каждый корж я буду пропитывать, чтобы он был наиболее сочным, и сразу же буквально он готов к подаче уже, этот торт. Крем я визуально разделила на примерно 3 равные части. И каждую часть крема я наношу на корж. Итак, очень тонкий слой я нанесла на сам корж, сделала вот такой бортик. Половину заварной основы, которую мы откладывали, вот эти 150 грамм, то есть 75 грамм на один корж я наношу, разравниваю, больше здесь ее не нужно. И половину клубники я выкладываю свежей на эту заварную основу. И вот смотрите, для чего я ее так резала, то есть чтобы она у меня была вровень вот с этим бортиком, который я делаю из крема. Здесь вкус будет идеальный, то есть больше крема нельзя и меньше нельзя, оптимальное количество крема. И закрываю сейчас остаточками вот этой порции крема, которая у меня рассчитана на каждый корж. То есть тоненьким, совершенно тоненьким слоем. Клубника, кстати, благодаря вот этой лимонной основе, она дольше сохраняется. Уже проверено на собственном опыте. Торт этот со свежей клубникой, естественно, как и любой торт со свежей ягодой, имеет небольшой срок хранения, но этот торт, чем он хорош? Он очень легкий, вы его можете приготовить и сразу же подавать. И смотрите, каким тоненьким слоем крема, буквально полупрозрачным, я покрываю всю клубнику сверху. Вот этого слоя абсолютно достаточно здесь для этого торта. Итак, накрываю вторым коржом. Со вторым коржом я проделываю то же самое. Коржи воздушные. Очень советую их готовить. Вторую часть крема я использую, то есть наношу я минимальнейшее количество. Смотрите, практически полупрозрачным слоем я наношу крем, просто чтобы связать вот этот корж и последующие уже начинки. Также делаю бортик обязательно, выкладываю остаток заварной основы. Это как бы основа у нас будет для клубники. Также разравниваю. Будет казаться, что нужно ее больше добавить, но не нужно больше, по вкусу будет идеально сбалансировано все. Выкладываю оставшиеся 150 грамм примерно клубники и закрываю также тоненьким совершенно слоем крема. Все это разравниваю, накрываю третьим коржом. Третий корж — это у меня тот, который был у меня дном при выпекании. Обязательно его пропитываю. И вот эту третью порцию крема, которая у меня осталась, я буду сейчас использовать для выравнивания, такого очень-очень прозрачного, я бы сказала, выравнивания, и для украшения. То есть буквально полупрозрачный слой крема. Больше его здесь не нужно, иначе он будет чувствоваться во вкусе, а здесь он как бы дополняет начинку и коржи. И посыпаю сейчас обильно крошкой из белого шоколада. На весь тортик у меня уйдет готовой уже покупной крошки 100 грамм. Если у вас нет покупной крошки из белого шоколада, вы, естественно, можете плитку белого шоколада натереть на терке и использовать ее. Делаю вот такие розеточки из оставшегося крема. Вы можете их не делать, то есть как вам нравится. Выкладываю на эти розеточки сейчас свежую клубнику. Так как крема у меня здесь вообще умеренное количество, беру маленькую насадку 8 мм, открытая звездочка для декора. В принципе, торт мой уже готов. Убирала его на час в холодильник, этот торт. Он уже очень хорошо стабилизировался, схватился. Торт нежнейший просто. Он буквально тает во рту и освежает в летнюю жару не хуже, чем мороженое. Вот такой идеально ровный у него разрез получается. Благодаря куркуме он такого золотистого цвета, этот бисквит получился у нас. Очень красивый. И необыкновенно вкусное сочетание клубники свежей, лимона и белого шоколада. Вот такой шикарный разрез у него получается. Все коржи прослеживаются, идеальное количество начинки здесь. Все здесь очень равномерно. Торт этот прекрасно надламывается вилкой. Вот эту заварную основу видно при надламывании. Очень сочный получается торт, нежнейший, тающий буквально во рту. Настоятельно советую его готовить. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным.
Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.